Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз гороскоп Плутон в Водолее с 23 марта и на 20 лет. Давайте узнаем, как изменится моя жизнь, каковы перемены на пороге. Нужно сказать, что для вас вот этот период, который начнется с окончания марта, хотя для кого-то из вас, кстати, в первую очередь ситуация неопределенности. Она уже могла сложиться где-то в марте, может быть и прежде, но в марте вы могли наиболее активно это прочувствовать. Поэтому вот эта некоторая определенность в начале периода как раз в дальнейшем перейдет в решение что-либо прояснить и расставить правильно акценты. Важное решение само по себе, которое вам предстоит принять, может быть связано с новостями по работе, с изменившейся ситуацией вокруг вас или сомнениями в отношении партнера. У каждого будет какой-то свой побудительный мотив, но так или иначе большей ясности. Вот таков ваш девиз. И в течение года вы будете стараться переопределить как свои приоритеты, так и чтобы на смену каким-то эмоциональным горкам пришел спокойный период, когда мы как уверены в себе, как можем размышлять не в плане сомневаться именно в себе или идти на какой-то почетный компромисс, искать вот этот компромисс. Нет, вы именно повернетесь в сторону собственных желаний. Это прекрасное время, чтобы укрепить основы своего именно внутреннего мира, мои дорогие стрельцы, разобравшись окончательно, что вам, а может быть кто вам, мешает. Самовыражение, творческое решение даже сложных ситуаций. Стрельцы уникальны тем, что смогут любой вызов превратить для себя в возможность. Может касаться любой сферы жизни, но что бы как будто ни менялось вокруг нас, вы все равно будете идти к своей цели. Вы сможете не раз самому себе, кстати, сказать: «Я так и думал», или «Я так и знала», или «Я так предполагала», и что будет способствовать самодоверию и самоуважению. Словно вы будете узнавать самого себя через призму иррационального. Я имею в виду свою интуицию, подсказки шестого чувства. Вы можете не раз проводить аналогию между теми событиями, которые случились, и теми, которые вы как будто предчувствовали. И в целом это дает гармонию с собственными желаниями, реализацию планов и проектов. Может быть, для кого-то в этот год или в начале 24 года, или в любом случае, как будто стрельцы захотят или как минимум путешествовать, видеть мир, радоваться жизни, а кто-то осуществит уже буквально в этом году, в 23-м, переезд или смена работы, смена сферы деятельности. Будет меняться ваша жизнь и будет меняться ваше окружение. Вы будете строить свою жизнь в соответствии со своими мечтами и великими, кстати, идеалами, что для вас будет именно важно, что допустимо, а что категорически неприемлемо. Словно программа будет называться «Никаких компромиссов». Мои истинные намерения и искренние люди в моем окружении. Остальное скучно. Вот к таким вы можете кардинальным переменам в отношении самого себя, планов, желаний, целей прийти, что-либо пересмотреть и начать менять. Вот это самое состояние неопределенности, с чего я начала свой рассказ короткий, оно вас и подтолкнет к тому, чтобы вы окончательно с чем-то определились. И это затронет практически все сферы вашей жизни. Ну, давайте мы узнаем, что думают карты Таро. И первая карта будет так и называться, как влияет на меня вот этот транзит Плутона в Водолей или астрологическое явление все же на 20 лет. Ну, на 20 лет мы не смотрим, а именно где-то 2023 год, начало 24-го. Почему? Потому что в течение 23-го года Плутон входит в знак Водолея, но потом он в ретроградном движении будет как будто еще возвращаться в Козерог, потом обратно переходить в Водолей. Окончательно он перейдет именно в 24-м году. И вот, как я говорю, топтаться на месте, да, как будто ушел, пришел. И вот этот период неопределенности тоже у кого-то из вас, ну, может быть, несколько
продолжительным. Что-то вы должны словно окончательно переосмыслить и расставить все точки над «и». Итак, как влияет? Это будет первая карта. И дальше мы посмотрим или назовем эти карты два события. Понятно, что событий может быть больше, но все мы не рассмотрим, формат не позволит. И мы достанем две карты как два события, или, может быть, две сферы жизни. Посмотрим, что нам подскажут карты, где начнутся эти самые перемены. Или какие-то события, которые, может быть, подтолкнут к переменам, или каким-то образом перемены от них пойдут. Мы раскроем каждую карту. И первое, если говорим события, значит, у нас назовем перспективы. Что дальше? Каковы на этом пути неожиданности, и мне повезет, в чем повезет, с чем мы разберемся. И если второе событие, мы достанем те же карты, как бы перспективы, те же вопросы, точнее, неожиданности, и мне повезет, в чем повезет. И последнюю карту, которую мы откроем после, будет называться либо совет от карт, либо «А что дальше?». Как оценка всей ситуации. Как влияет? Шикарно влияет. Все то, что я рассказывала. У нас по королеве Пентаклей как раз проходят, мы говорим именно об энергетике этой карты. И королева Пентаклей, она создала сама себя. И если мы говорим о своих желаниях, целях, исследования именно в процессе нашего жизненного пути по тому фарватеру, который мы для себя хотим запрограммировать, а не жить какими-то компромиссами и соглашательством, кстати. Так вот, как нельзя лучше эта карта нам подтверждает. Во-первых, это карта, когда у нас все под контролем. Второй момент, или наоборот, первый. Посмотрите, королева восседает среди райского сада. И по значению она построила его своими руками. Так и мы. Что-то у нас зарождается в ментальности, в мыслях, а мысль материальная, это энергия. И потом, впоследствии, мы это воплощаем в реальной жизни. Нам карта говорит ничего невозможного. Изобилие, процветание, материальное благополучие. И, знаете, нет статики, постоянное развитие. Но это не то развитие, когда у нас сегодня одно, а завтра как будто прежнее рушится, и нам приходится из последних каких-то сил, выбиваясь, отстроить что-то новое или пытаться удержать. Здесь нет. Здесь структура все-таки есть по этой карте. И чем еще примечательна королева Пентаклей? Она умеет из хаоса создать порядок. Может быть, вы из какого-то хаоса будете именно ту структуру и создавать. Вообще шикарно. Все контролирую, и, в принципе, я получаю тот результат, на который я нацелен. Замечательно. Давайте посмотрим первое событие, с чем это может быть связано. Ну, наверное, для вас, мои дорогие стрельцы, посмотрите, аркан Звезда. В любой колоде Таро две карты, которые называются «Выбор правильного направления». Это карта Звезда. Как раз нам предлагают планировать, строить планы на высокое в соответствии с своими идеалами. Это то, как раз в начале, что говорила. Лет на 10-20, то есть вот как раз на период Плутона. Как будто мы должны не совсем барахтаться в одном дне, а именно строить свое будущее в соответствии с высокими устремлениями, не в разрезе одного дня. И мы, если говорим, опять же, про период Плутона, и я должна сказать, добавить точнее, если есть какая-то неопределенность, может быть связанная именно с путешествием Плутона, то в одном знаке, то в другом, вот начальный период, 23-24 год, какая-то неопределенность, с которой мы должны раз и навсегда разобраться. А впоследствии мы как будто создаем себя нового. Вот этот вот самый порядок новый, когда мы счастливы, то для вас, мои дорогие стрельцы, последующий период, когда в 25-м уже году и по 27-й год три планеты Уран, Плутон и Нептун. А Нептун это вот как раз у нас, когда все размыто, непонятно. А здесь они становятся в той позиции, которая будет очень гармонична. И дважды гармонична для вас. Поэтому, наверное, и карта вам первая выпадает событие, как ты должен видеть что-то на далекую перспективу. Потому что то, что вы начнете сейчас,
Вот в этом благоприятном аспекте, который начнется с 25-го даже года, вы еще что-то можете развить, увеличить. Для кого-то из вас это может означать, если мы немножко вернемся в 23-й год, конкретный переезд, смена работы, смена, может быть, отношений. Такое тоже может быть. Вы можете куда-то отправиться, уехать, поменять свой дом, и у вас будет меняться окружение. Вообще сияйте как звезда, и эта карта популярности тоже. Это как карта расстояния по времени, да, о чем мы говорили, так и расстояние в километраже буквально. У кого-то это может быть работа, связанная в интернет, с работой в интернет. Потому что звезда – это у нас пространство. Пространство и эфир, воздух, и интернет в том числе. Какие-то коммуникационные связи, которые впоследствии для вас тоже будут со знаком плюс. Мы словно отстраиваем, опять же, свою структуру на длительный период времени. Замечательно. Карта говорит, нет ничего невозможного. Помните это. Поэтому думайте на высокое, стройте далекие планы или, может быть, переоценивайте любое событие или какое-то предложение с позиции «а для меня это будет важно через 20 лет». Через 10 лет, через 5 лет. И если вы видите, что как-то мелковато я плыву, вполне вероятно, нужно что-то поменять. Но это как подсказка. Вот такие перспективы. Сама по себе перспектива, которая ведет к переменам, это как наши изменения, так и, может быть, и мир меняется. И посмотрите, перспективы каковы. Мы оставляем что-то в прошлом, мы закрываем в прошлое дверь. Перспективы таковы, что не будет возврата уже больше никогда. Вы словно сейчас находитесь в момент перехода. И если мы говорим, опять же, вот это слово неопределенность, может быть или казаться, что как-то темновато. Я не вижу своих каких-то перспектив. Или мы можем сомневаться в чем-то, но это только на начальном периоде. По этой карте все же, когда мы набираемся мужества для того, чтобы не оборачиваться назад, не пытаться притянуть какую-то прошлую ситуацию и заново что-то перестроить, организовать, какие-то отношения реанимировать. Дайте уйти тому, что уже отжило, для того, чтобы построить совершенно новую реальность. Посмотрите, одна карта за другой, и у нас выпадают два старших аркана. Значит, вы будете еще и находиться, может быть, в тех ситуациях, когда вам придется принять какую-то реальность. И как минимум точно до конца года какое-то в вашей жизни произойдет очень важное событие, когда однозначно какую-то точку вы поставите. И вам даже не захочется оглядываться назад. Но я говорила слово «мужество», и когда выпадает 13-й аркан, от нас именно требуется мужество для того, чтобы какой-то период пройти словно в темноте. Словно мы еще пока не видим, как же впоследствии, может быть, отстроится последовательность событий, стратегия, наша тактика. Мы только нарабатываем какой-то опыт. И по этому аркану я часто привожу пример, когда мы садим зернышко. Ведь тоже в первую очередь должна разрушиться твердая оболочка, которая какое-то время сохраняла росток. Так и для нас, может быть, какие-то прежние постулаты, они были словно крепость, какая-то догма для нас, может быть, тоже мы жили, были уверены, что нас это защищает, охраняет, или это само по себе какой-то старый порядок, и нам было достаточно комфортно, у нас не было проблем, но потом это рушится именно для того, чтобы этот маленький росток пробился к солнцу. И пока он пройдет к солнцу, и он вынужден словно в темноте пробиваться, вот где-то таковы перспективы. Какой-то период неопределенности вы должны как и пройти, так и с чем-то разобраться, повторяюсь, закрыв прошлое дверь. Неожиданности. Хотя нам тут два старших аркана уже все сказали. А вы знаете, искренние люди на вашем пути. И я тоже озвучила, что вопрос личных взаимоотношений, ближайшего окружения, тех, которые к вам относятся искренне, будет очень важен. Кто со мной? Кому со мной по пути? И, опять же, никаких компромиссов. По этой карте тоже проходит, точнее, как священнослужители, кстати, так и люди, которые в любой момент готовы прийти к нам на помощь. На кого мы можем положиться? И в этой колоде это называется искатель Грааля, если мы говорим про высокие устремления, так и
спаситель. И если мы говорим про надежных и искренних друзей, вы словно профильтруете свое окружение и окончательно, наверное, поймете, мои дорогие тельцы, что длительное взаимоотношения с людьми строится не на совпадении интересов, которые могут меняться, а именно на искренности. В чем мне повезет? Вообще это прообраз Медузы Горгоны. Кому интересно, можете зайти на мой сайт почитать. Так вот, если мы говорим Плутон, ведь он всегда что-то разрушает, правда? Он нам помогает как раз оставить прошлое в прошлом. Так вот, какие-то неудачи, чрезмерное, может быть, доверие людям, или когда мы часто наступали на горло собственной песни в угоду кому-то, старались искать почетный компромисс, опять же, или надеялись на кого-то, или на его счастливый случай. Ведь из-за чего пострадала Медуза Горгона? Из-за собственной где-то наивности и из-за чрезмерного доверия. А здесь вы фокус словно переключите на самого себя. Вас перестанут удивлять, может быть, некоторые поступки людей. Вы перестанете доверять тем людям, которые вы будете словно чувствовать. Может быть, доверие собственной душе, интуиции, которая вас словно каким-то другим образом вы можете самого себя прочувствовать, откуда же и приходит к нам, как и самоуважение, самодоверие, когда мы доверяем больше с подсказкам собственной души, чем каким-то обещаниям, и пусть даже людей, которых мы знали. В целом, опять же, нам говорят, пересмотр как окружения, так и вообще, в принципе, нашего взаимодействия с миром, с людьми, с обществом. Для вас это будет важно. Для вас будет важно, пусть это будет 1-2 человека, но это будут искренние люди, чем те, которые, может быть, имеют даже какой-то статус. Стрелец может подумать, что мне статус. Статус я сам себе построю, и он сделает это на самом деле. Или что мне там какая-то помпезность, которая за собой ничего, за ней ничего не стоит, сама по себе ничего не значит. И вы тоже будете словно отрезать вот таких, как людей, исключать из своей жизни. Все же здесь именно люди у нас проходят чаще, и в целом это вас делает сильнее. Вот именно если в чем мне везет, когда я вижу людей насквозь. Это здорово. Второе событие, давайте откроем. Карта харизматичного лидера, вообще это ваша карта, это ваши планы, когда мы честны сами с собой и как раз строим планы на будущее. Это все то, что я сказала прежде, и повторяться не буду. Король жезлов – это ваша энергетика, именно солнечная. Есть где-то, знаете, напор по ней и импульс, безусловно, но обратите внимание, нам карта советует, не торопись, потому что все же наш лидер, изображенный на карте, никуда не спешит. Он сначала обдумывает, а потом неторопливо действует. Вот где-то это как подсказка. Но, безусловно, он обдумывает то, что для него важно, исходя из того, что есть сейчас по факту и что бы я для себя хотел осуществить. Как я могу провзаимодействовать с миром, с людьми, как я могу воспользоваться какими-то ситуациями, обстановкой, которая вокруг меня сложилась, чтобы для себя что-то сделать в плюс. Вот и все. Нет какой-то синкопы, посмотрите, достаточно, несмотря на то, что важное решение вам придется принимать, от чего-то отказываться, людей, словно, я уже сказала, фильтровать, обдумывать, но, тем не менее, все карты достаточно спокойные. Какой-то спокойный ритм для вас. Шикарно, перемены, сами по себе перемены. И если мы говорим, одна карта напротив другой легла, прошлое как будто умирает, закончилось. А дальше весь мир у наших ног. Очень добрая карта, которая тоже имеет значение, что нет предела какого-то. По этой карте мы получаем заслуги. И если мы говорим перспективы, окончательное решение по переезду, окончательное решение по смене работы, вы что-то будете обдумывать, переоценивать, анализировать. И после этого, наверное, точно, когда мы словно можем поначалу отступить полшага назад, чтобы прицелиться наверняка, а потом мы
делаем выстрел и попадаем точно в яблочко, потому что по 21-му старшему аркану это уже какие-то почести, заслуги, когда мы получаем желаемое, мы получаем популярность, видите, лавровый венок, и у вас две карты, поэтому вопросы имиджа, и, кстати, вопросы имиджа по этой карте, по принцессе Пентаклей, для нее все важно, здоровье, внешний вид, как вы выглядите, как вас люди воспринимают, как вы себя позиционируете, практически 3 карты где-то говорят про имидж, и это будет для вас важно, для вашего нового статуса. И новый статус нам уже тоже по этой карте обещают. Здесь глобальные перемены вообще. И тем, кем вы были, вы можете через, может быть, в 25-м, в 26-м году, но даже уже, ведь нам на 23-й, 24-й где-то год говорят, об этом карта, вы уже будете видеть плоды труда своего, что-то будет приносить вам прибыль, что-то будет вам приносить уважение, какие-то заслуги. И, знаете, это наполненность жизнью или наполненность жизни своими проектами и одновременно реализация того, какие усилия к чему-то приложил. Это заключительная стадия, когда мы радуемся, что мы сделали что-то не в пустоту, а что мы сделали что-то правильно. Мы не сделали для кого-то что-то хорошо, но мы сделали что-то для себя. Замечательно. Неожиданности. По неожиданностям у нас только одни неожиданности. И, кстати, принц кубков, и под ней, под этой картой лежит у нас 5 мечей. Это какие-то в прошлом конфликты. Значит, если выпадает эта карта, люди о себе могут напоминать, которые вам доставили, может быть, неприятностей, каких-то переживаний. Они еще не раз появятся в вашей жизни. Но это когда мы более мудрее, а главное, хладнокровны. Мы не попадаемся на какой-то прежний крючок. Нас сложно зацепить, вывести на какой-то конфликт. Может быть, раньше бы мы участвовали, кому-то что-то пытались доказать, кого-то исправить, в соответствии со своим видением какую-то ситуацию пытаться переломить. А здесь нет. Мы равнодушно будем смотреть как на людей или на какую-то ситуацию, которая может тоже появиться в нашей жизни и будет отдаленно напоминать из прошлого подобную какую-то ситуацию или какое-то событие. Но наша реакция будет совершенно другая. Это воин в душе, когда нас невозможно застать врасплох, когда мы где-то надеемся на себя, и нам сказали, вот опять же возвращаясь к тому, что одна карта напротив другой выпала. И я говорила по принцу кубков, спаситель, искатель Грааля или люди, какое-то узкое окружение, кому мы можем доверять. Как будто остальное не имеет смысла. Или, как я сказала, остальное скучно. Вас, может быть, отчасти вот это самое слово, когда скучно, вы даже не будете включаться в те вопросы, которые вам покажутся, ну, вообще ни о чем. И поэтому, может быть, дважды вы будете сильнее, вас невозможно зацепить, вы неуязвимы. В чем мне повезет? 6 кубков, безусловно, как любая шестерка, это всегда победа. И по этой карте личная жизнь. Вам, может быть, вы благодаря тому, что перестроите свою собственную какую-то стратегию, тактику, отношения или взаимоотношения с миром, или личные отношения буквально, вы останетесь довольны, счастливы, ведь это карта диалога, дипломатии, когда мы радуемся жизни, когда где-то у нас и изобилие, где-то мы пребываем в принципе в счастье, когда нас все устраивает, когда мы можем себе уже позволить праздник, и когда мы довольны достигнутым. Но посмотрите еще раз, акцентирую, двое людей, двое детей, точнее, изображены на карте, и у них белые волосы. У нас белый цвет в этой колоде всегда обозначает искренность, и я об этом тоже говорила. Первая карта у нас принц кубков, который тоже имеет белые волосы, и у него белая лошадь, то есть как высокие какие-то идеи, чистолюбивые в хорошем плане устремления, амбиции, искренние люди, которые нас окружают. Так и быть честным самим собой, белые перья. Мы говорим про харизматичного лидера, который честен сам самим собой в первую очередь. То есть он оценивает реальность и мои желания. Вот честность, искренность, вы как вокруг себя
будете формировать окружение, так и ваших близких людей вы захотите тоже видеть именно такими. Когда, почему дети изображены? Только в детском возрасте мы не меркантильны. Мы можем искренне доверять друг другу. Мы именно искренне любим. Не потому, что у кого-то что-то есть, а у кого-то чего-то нет, а именно потому, что человек нас воспринимает таким, какой мы и есть. И мы воспринимаем где-то так же, платя ему такой же монетой. И вот такие отношения для вас будут очень важны. И то, что я говорила в самом начале еще до карт, наверное, очень будет актуально. Ну, давайте откроем еще одну. Вообще победа, любая 6 это победа. Но это не просто победа, а когда мы счастливы. И последняя карта, совет от карты. Или что у нас дальше? Шикарно. Вот посмотрите, вообще замечательно. 2 карты, которые, можно сказать, карты двора. Вообще у нас пара выпала, поэтому личная жизнь будет очень важна для вас. Да, что-то вы пересмотрите, но даже если кто-то из вас создаст новые отношения, вы как будто останетесь абсолютно счастливы. Мало того, что эта карта нам об этом говорит, так еще и выпадает словно пара, когда как тандем. Люди думают одинаково, может быть, планы в унисон друг с другом строят. Люди единомышленники, когда мы на одной волне, когда у нас все под контролем, когда нет какой-то синкопы, нет американских горок, когда изобилие, процветание в квадрате, мои дорогие. Чудесное время, которое для вас начнется, мои дорогие стрельцы, но, может быть, кто-то, я с этого начала тоже, уже прочувствовал, что есть какие-то перемены. И они просто, если начинаются с какой-то неопределенности, вы знаете, что это словно вы стоите на пороге в преддверии этих перемен, которые сделают вас счастливыми. Перекладывайте на себя и будьте счастливы.